Меня зовут Аксенова Екатерина, я в основном известна как автор блога о государственных сайтах, интернет-проектах и власти в сети вообще gov.ru. Также я являюсь генеральным директором агентства «Стратега», совладельцем, которое работает по господрядам над государственными интернет-проектами. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, прозрачность и то, что называется государство 2.0, это только популярный мем, как вы сказали, или это несет под собой более глубинные какие-то изменения в стиле государственного управления в России? Я думаю, что это такой zeitgeist, то есть это некоторое, собственно, одно из мощных направлений прогресса, которое просто объективно существует в нашем мире. И дальше оно срабатывает независимо, в общем-то, от того, хочет власть этого, не хочет, потворствует, препятствует, готовы, не готовы граждан. Вот знаете, вот есть в мире такие огромные направления прогресса. Электрификация. Вот она просто есть, изобретение и распространение автоматического оружия. Оно тоже просто есть, и ты с ним ничего не можешь сделать. Оно существует, и ты можешь только как-то к этому тренду относиться. Гав 2.0 это абсолютно аналогичная вещь. Вот он есть, он существует объективно. А дальше, можно прятаться, можно игнорировать, можно идти навстречу. Поэтому то есть... это такая вот необоримая штука. То есть государство 2.0 не остановить? 2.0 не остановить, но можно, есть один хороший способ выключить интернет. Понятно. Не вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот вы пишете в блоге gov.ru, это, пожалуй, в России один из наиболее серьезных ресурсов в области электронного правительства. На ваш взгляд, каковы наиболее интересные российские проекты в этой среде? И вот интересно, наверное, слушателям, читателям Global Voices, как с проекта сверху вниз, так и снизу вверх. Смотря что, знаете, вот что какие определением интересно. Ага. Но вот какие наиболее полезные, на ваш взгляд? Я бы хотела сказать, не в смысле забавные или захватывающие воображение. Нет, а вот именно для общественного блага, которые... понятно, что у нас есть государственный такой мегапроект, это госуслуги.ру, что про него говорить, который, несмотря на свои все особенности, задает определенный тренд. Вот он такой, И это платформа, с которой нужно считаться, вот она есть. Я считаю очень интересным проекты, которые предусматривают совместную работу экспертных групп граждан, скажем так, тех, кто заинтересован в какой-то вопросе над документами, скажем так. Значит, первым таким проектом было Здрава 2020, которое делало Минздрав соцразвития. Им нужно было сформировать концепцию реформы системы здравоохранения для того, чтобы, собственно, запустить в ней в рамки ряд других документов. И было принято прогрессивное решение, что невозможно сделать эту концепцию, если в ней не участвуют врачи, администраторы от медицины, представители ритейловых аптечных сетей, производители медтехники, производители фармацевтики. Вы можете перечислить еще много-много групп населения. Был создан такой сайт, где давно уже, в 2008 году, где по главам было оглавление очень подробно выложено, и была возможность, собственно, вносить свои куски концепции, их обсуждать. И это даже взлетело. Это сработало. Вот сейчас мы видим законопроект 2011 сайт, на котором что-то слегка похожее, там без возможности вносить свои куски законопроекта, конечно, но возможность гражданами обсуждать важные ключевые законопроекты, которые влияют на жизнь всех. Я не буду обсуждать, что потом делается с этими предложениями и комментариями. Это не тема, не моя тема. Это не тема ГАВ 2.0, это тема уже административной машины. Но сам принцип, то, что в стране не может быть принят ключевой закон о полиции, если он не разобран гражданами, не прочитан, не откомментирован, это большой шаг вперед, который, безусловно, является таким ГАВ 2.0 и невозможным без интернета. Но вот раз уже зашла речь, я позволю себе такой вопрос. Как вы помните, было достаточно много обсуждений, даже были выведены в топ какие-то поправки, которые в конечном итоге не были услышаны. Да, это я согласна, что нужно разделять проект, его структуру, его механику, его идею и то, что происходит, частные применения этого проекта. Я тоже согласна, и вот, например,
закону о полиции было там 21, что ли, тысяча комментариев, уже прошедших все модерацию, а к закону об образовании, который не менее вашим на самом деле, в 2 раза меньше. Почему? Потому что человек не понимает, зачем ему, что его вообще мотивирует сесть, прочитать не маленький и непростой документ, да, вложить свое время, силы в то, чтобы написать комментарий, если это непонятно, что с ним будет. Поэтому я-то как раз проект, который мы там делаем в государстве, настаиваю на том, что если вы в это ввязываетесь, то есть если вы хотите этого, вы точно хотите, точно, уверены? Окей. Если вы этого хотите, то будьте готовы отчитываться, будьте готовы сказать, так, вот группа комментариев, которые мы отвергли, потому что они не подходят для отрасли велосипедостроения, пам-пам-пам. Вот эти вот комментарии нашли вот такое отображение. Вот эти комментарии так-то и так-то повлияли на итоговый результат. Тогда в следующий раз это не будет криком «волки-волки», в следующий раз вы сможете сделать еще более настоящий диалог с теми, с теми, кто может его поддерживать. Поэтому, да, вы указали на такую очень серьезную проблему. Там важным автономным проектом я считаю Street Journal, который разворачивается в Перми. Хороший проект, настоящий. И я надеюсь на его скорое распространение по другим городам Российской Федерации. То есть возможность самому контролировать состояние городского хозяйства, там, жаловаться и даже дело не в том, что жаловаться, а в том, чтобы предотвращать развитие из маленькой проблемы в большущую проблему. Я думаю, что это перспектива всех наших городов. Большое спасибо. И вот вы говорили, да, на презентации, что вам приходится объяснять вот ваше видение электронного правительства, прозрачности. Насколько тяжел, да, этот процесс и какие перспективы, если они есть, вы видите? Есть ли какая-то положительная динамика или до сих пор все... Есть положительная динамика, и сейчас, в общем-то, в госорганах на высоких должностях работают очень освободленные люди, многие из них очень молодые, весьма продвинутые и так далее. То есть, разговаривая, так вот, как мы с вами, лицом к лицу с каждым человеком, мы можем, можно почти все объяснить, да? Можно обговорить почти все. Другое дело, что не все оказывается применимым. Вот, например, концепт открытых данных в машиночитаемом виде, когда мы их раскрываем, а люди могут делать, что хотят, для некоторых, не будем показывать пальцем, называть имена, был понят, то есть человек понял, он сказал, знаете что, если вы такое предлагаете, значит, вообще не понимаете специфику того, с чем имеете дело. Я теперь в вас, как подрядчике, очень сильно сомневаюсь. Ну, то есть, это многоэтапный сложный процесс, у которого впереди большое, длинное рабочее будущее. Понятно. Потому что совокупными усилиями мы сможем это сделать, потому что когда-то не понимали социальных сетей, да, думали, что там, когда-то говорили, интернет это помойка, в которой только помои. Ну, то есть, это процесс-то такой итеративный. Понятно, большое спасибо. Есть ли у вас что-то, что вы хотели бы пожелать читателям Global Voices? Ну, я хотела бы нескольких вещей пожелать. Я бы хотела пожелать такого, знаете, конструктивного и доброжелательного критического отношения к государственным интернет-проектам. То есть, когда вы видите на них, значит, какую-то ошибку, лажу, ну, то есть, чтобы это было предметом не такого презрительного пожимания плечами, опять, а конструктивного, значит, как минимум просто замечание, да? Посмотрите, у вас тут здесь проблемы. Я думаю, что если все вдруг, если перестанут нападать на госорганы, потому что когда на кого-то нападают, то они сразу начинают защищаться, становятся в оборонную стойку, которую не пробить. Они в этом хорошо натренированы, и, знаете, у них блоки поставлены, как у каратистов. Но если вот в этом конструктивном залоге действовать, то постепенно все станет лучше. Хорошо. Это раз, а во-вторых, я тоже призываю к тому, чтобы делались проекты ГАВ 2.0. Мне кажется, что это может быть источником не только фана и какой-то гражданской активности, но и вполне себе заметной прибыли и хорошим бизнесом.